Всем привет! Меня зовут Саша и с вами мастерская Лихой Топор. На YouTube есть канал под названием Трансформатор. Его автор Дмитрий Портнягин. Я с большим уважением отношусь к тому, что делает Дмитрий на своем канале. Не буду долго нахваливать, скажу лишь, что лично для меня это канал номер один на YouTube. Сегодня у Дмитрия большой день, в свет выходит его книга, и именно поэтому всей командой мы решили поздравить его и сделать ему подарок. Собственно, о чем будет это видео. Приятного просмотра! А в качестве подарка я решил сделать объемную многослойную обложку этой книги с реальными элементами. Я начал с металлической части, которая будет имитировать искусственный череп трансформатора. Это алюминиевая заготовка, и для того, чтобы она выглядела натурально, я вырезал ее по форме и отчеканил для большего объема. Ну вот, уже есть от чего отталкиваться и к чему привязываться. Облагораживаем заготовку и добавляем мелкие детали, чтобы все было как на картинке. Затем красим металлическую часть черной краской, чтобы в дальнейшем придать ей изношенный вид. Также красим кусок платы, которая будет служить фоном. Краска высохла, и теперь смачиваем и шлифуем заготовку мелкой наждачкой. Для того, чтобы четко расположить все элементы, я отмечаю иголкой контрольные точки на черном пластике, который будет лежать в основании всего. Затем сверлю отверстие, через которое в самом конце пропущу красный светодиод, чтобы все смотрелось реалистично, да и просто круто. Ну и начинаем раскладывать все по слоям. Сперва кусок покрашенной платы. Затем подбираем детали от разобранного объектива. Это диафрагма, несколько колец и линза. Кладем все на свои места и прихватываем клеем, чтобы при заливке ничего не сместилось и не уплыло. Первый слой готов к заливке. Самое время сделать бортики из глянцевого пластика. Берем эпоксидную смолу и размешиваем ее в заявленной пропорции. По задумке форма будет напоминать книгу, собственно, к этому и будем стремиться. Каждый слой будет состоять из пол-литра состава. В итоге мы получим изделие около 4 см толщиной и весом около 3 кг. Пару грамм смолы подкрашиваем красным красителем и заливаем в линзу, чтобы все как на картинке. А дальше все по старой схеме. Кладем, прихватываем клеем и заливаем следующий слой. Смола высохла, и теперь можно примерить основную наклейку. Кладем ее на свое место и отмечаем точки, откуда будут виднеться металлические части. Делаем небольшие углубления, для того, чтобы в итоге наклейка расположилась равномерно. Ниши готовы, теперь кладем в них металлические пластины. Поскольку смола полностью высохла, я шлифую мелкой наждачкой то место, где будет соединяться следующий слой.
И наконец, самый ответственный момент. Приклеиваем основную наклейку и видим картину в целом. В общем, я доволен. Получается все так, как и задумывалось. Я взял красную и бордовую смолу, и такими вот простыми движениями я усиливаю объем и реалистичность нашего изображения. После того, как кровь высохла, заливаем следующий слой. Еще спустя день смола схватилась, и мы наносим первый текст и снова заливаем. Прошло еще 2 дня, и наконец готовимся к финальной заливке. Все это делалось для того, чтобы текст был на разных уровнях, и тем самым можно было бы расставить акцент. Как вы помните, я предусмотрительно использовал глянцевый пластик. Благодаря этому короб разбирается без дефектов и особых усилий. Также предусмотрительно было просверлено отверстие. И теперь я точно вижу, в каком месте находится канал для светодиода. Туда мы его и вставляем. Позже я отшлифовал торцы и покрыл их черной краской, а лицевую часть хорошенько отполировал. И вот что получилось. Теперь можно упаковывать и отправлять.